Привет, друзья! Сейчас утренний обзор главных новостей Европы. В Германии публикуют новые демографические расчеты. Они уже вызывают дополнительное обсуждение о долгосрочных перспективах страны, так как число пожилых людей растет быстрее ожиданий, а канцлер Фридрих Мерц уже готовит ответы на эти вызовы для правительства. В Европе также повышено внимание к теме старения. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что это общая проблема для всего ЕС. А в Германии обсуждают изменения для владельцев недвижимости. Наконец-то планируют упростить правила модернизации жилья и сделать поддержку со стороны государства доступнее для жителей Германии. Это может оказать значимое влияние на большое число собственников. Не менее обсуждаемая новость пришла из Саксонии. В округе Гёрлиц запретили рекламу. Внимание, Бундесвера – неожиданное решение, которое стало темой активных политических обсуждений по всей Германии. А в ЕС назревает серьезный разворот в автомобильной политике. Еврокомиссия может отказаться от полного запрета на двигатели внутреннего сгорания. Невероятно! Это важный сигнал для Германии и ее автопрома, тем более я вам ранее рассказывал, как канцлер Фридрих Мерц настаивал на том, чтобы отменить этот запрет. И еще одна тема, которая вызвала бурное обсуждение. В Германии появились слухи о рисках для национального золота, которое хранится в Соединенных Штатах Америки. Эксперты отвечают однозначно: угрозы нет, но тема вызвала дополнительный интерес не только в Германии, но и по всей Европе. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии идет стремительное старение населения, и число пожилых людей растет быстрее, чем когда-либо. Новые расчеты Федерального статистического ведомства показывают, что уже к 2035 году примерно четверть жителей Германии, внимание, будет в возрасте 67 лет и старше, тогда как сейчас доля пожилых составляет около 20%. Основная причина – это массовый выход на пенсию поколения бэби-бумеров, родившихся в 1950-60-е годы. По разным сценариям, к 2038 году в Германии будет от 20,5 до 21,3 миллиона пенсионеров, то есть на около 4,5 миллиона больше, чем сейчас. Уже сегодня на 100 работающих приходится, внимание, 33 пенсионера, а к 2070 году этот показатель может вырасти до 43, а в худшем случае даже до 61 пенсионера на 100 работающих. Особое внимание эксперты обращают на рост числа самых старых граждан. Число людей, внимание, старше 80 лет увеличится почти в 1,5 раза. С нынешних более 6 миллионов до 8,5–9,8 миллионов к 2050 году. Эта демографическая такая трансформация ставит серьезные задачи перед экономикой и социальной политикой Германии. Канцлер Фридрих Мерц уже неоднократно говорил о необходимости реформ в пенсионной системе и на рынке труда, чтобы адаптировать страну к новым реалиям. Также сегодня обсуждаются возможные меры по повышению пенсионного возраста и стимулированию занятости среди старших возрастных групп. На уровне Европейского Союза председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что старение населения – это общая проблема для многих европейских стран, и ЕС должен вместе разрабатывать решения по укреплению социальных систем, здравоохранения и рынков труда. Следующая новость – одна из самых важных для Германии. В Германии владельцам недвижимости готовят ряд ощутимых улучшений. И при этом инициатива исходит не только от Бундестага, но и от самой федеральной власти. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство усилит поддержку собственников жилья, чтобы сделать модернизацию и повышение энергоэффективности домов менее затратной и более предсказуемой. Одно из ключевых изменений – это упрощение правил по замене устаревших систем отопления. Сейчас, напомню, многие собственники откладывают обновление, потому что процесс требует вот этих сложных согласований и больших вложений. По новым правилам, которые поддержали и в правительстве Мерца, процедуры будут менее бюрократичными, а доступ к государственным субсидиям еще проще. Это значит, что тем из вас, домовладельцам, которые хотят перейти на более экономичные и экологичные технологии, не придется тратить месяцы на оформление документов. Кроме того, Фридрих Мерц подчеркнул, что Германия будет активно использовать программы поддержки, согласованные с Европейским Союзом, чтобы компенсировать часть затрат на утепление и энергоэффективность.
Это касается не только частных домов, но и многоквартирных зданий, где жильцы давно живут. Справедливая система стимулирования инвестиций. Эксперты считают, что эти шаги облегчат финансовую нагрузку на собственников и будут стимулировать обновление жилого фонда, что в долгосрочной перспективе сократит расходы на энергию по всей стране. Следующая новость связана с обсуждением необычного решения. В одном из районов Германии, в округе Гёрлиц в федеральной земле Саксония, кстати, насколько я помню, это самый восточный город Германии, произошел необычный политический поворот. Районный Бундесрат принял решение, согласно которому на территории округа официально запрещается размещение рекламы, внимание, Бундесвера, то есть рекламы немецкой армии. Это решение стало возможным после того, как представитель партии «Альтернатива для Германии» АФД Тина Хрупала поддержал соответствующую резолюцию. Само по себе такое решение кажется малой такой локальной инициативой, но оно вызвало бурную реакцию в немецкой политике, поскольку затрагивает вопрос национальной безопасности и имиджа всей армии. Сторонники решения говорят, что реклама вооруженных сил может усиливать военную тематику в общественном пространстве и считают, что государственные средства лучше тратить на социальные нужды, а не на кампании по набору военнослужащих. Критики, в том числе представители правительственных партий ХДС, считают этот шаг спорным и вызывающим вопросы. По их мнению, реклама Бундесвера важна для информирования молодых людей о службе и возможностях, а попытка убрать ее с улиц выглядит как политическое заявление радикального характера. Федеральные политики отмечают, что такое решение только для округа Гёрлиц и не влияет на общенациональную политику всей Германии. Но оно уже стало предметом дебатов в федеральных СМИ и парламентах, поскольку касается того, как именно Германия формирует свое отношение к армии и безопасности. Но на этом новости не заканчиваются. В Европейском Союзе намечается крупный поворот в автомобильной политике. По словам Манфреда Вебера, это глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте, Еврокомиссия планирует полностью отказаться от строгого запрета на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. В прежних правилах, я напомню, предусматривалось, что такие машины должны были перестать продаваться из-за требований к нулевым выбросам. Вместо этого предлагается более гибкая цель. Для новых автомобилей с 2035 года обязателен уровень сокращения выбросов СО2 на 90%, а не полное исключение бензиновых и дизельных двигателей. Такая новая цель также может сохраняться и после 2040 года, если ей еще дадут зеленый свет Европарламент и страны ЕС. Это решение стало возможным после давления со стороны автомобильной отрасли и ряда государств-членов, которые утверждали, что полный запрет, который мог бы создать трудности для рынка труда и конкурентоспособности отрасли, в первую очередь в Германии. Для федерального канцлера Германии Фридриха Мерца это может стать важным шагом, так как я вам рассказывал в прошлых видео, что ранее он высказывался за более гибкие подходы к будущему автомобильного рынка, чтобы защитить традиционных производителей. Тем не менее, в Брюсселе обсуждение продолжается. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще не давала официальных комментариев по этой информации, но от нее ожидают конкретные предложения в предстоящем пакете по автомобильной политике ЕС. Если окончательное решение все-таки примут, это фактически отменит ранее запланированный строгий запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания и даст производителям больше времени для перехода к новым технологиям. А дальше еще одна важная новость. В Германии появились слухи, что Соединенные Штаты Америки могут забрать себе немецкие деньги и золото, которые хранятся на американской территории. Это вызвало значительное беспокойство, но эксперты уверенно говорят, такого не будет. Я вам напомню, что сегодня часть золота Германии, а это больше 1200 тонн, хранится в Соединенных Штатах Америки в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка. Но это обычная практика, так как Германия защищает свои резервы и участвует в международной финансовой системе. Например, я вам рассказывал об Италии, которая также часть золота хранит в других странах. Но юристы объясняют, что США не могут просто так забрать чужие активы. Этому противоречат американские законы, международные договора и экономические интересы самих США. Поэтому эксперты считают угрозу конфискации практически невозможной и призывают не доверять эмоциональным сообщениям в социальных сетях. Германия продолжает хранить золото в США, и это не создает рисков для ее интересов.
На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.